Всем привет, друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Сегодня хотим показать, как сделать прочную конструкцию для трехъярусного торта. Поделимся с вами рецептом стабильного крема для выравнивания и покажем все процессы от начала сборки тортика до его декорирования. На данном видео свадебный торт весом 8 кг и диаметрами ярусов 12, 16 и 20 см. Приступаем к сборке торта. Обязательно нужно использовать отработанную вами начинку со стабильным кремом. У нас ванильно-ягодный торт с кремом чиз на сливках. Бисквит мы испекли заранее, он у нас отлежался в холодильнике в пищевой пленкой около 8 часов, и теперь мы его можем разрезать. Сборку торта мы осуществляли накануне вечером. На каждый ярус стараемся накладывать одинаковое количество крема. Иногда мы данный процесс делаем на весах. Для начинки делаем хороший бортик. Если ваш крем недостаточно плотный, то лучше сделать для бортика отдельный крем со сливочным маслом. Так вы будете точно уверены, что ваш тортик не станет бочонком. Обязательно нужно пропитывать каждый слой бисквита. Если ваш бисквит будет сухой, то он впитает влагу из верхнего финишного покрытия и получится трещины. Оборачиваем торт ацетатной пленкой, затягиваем кольцом и сверху укладываем пищевую пленку и ставим торт в холодильник на стабилизацию минимум на 6 часов. Обычно мы этот процесс делаем накануне вечером, а утром уже выравниваем и собираем в ярусы. Все последующие ярусы мы собираем точно так же. А сейчас подготовим все, что нужно для укрепления конструкции. Делаем подложку из пеноплекса, который можно купить в строительном магазине. Толщина пеноплекса, которого мы используем для данного торта, 3 см. К пеноплексу мы крепим подложку из ламинированного ДВП. Толщина такой подложки около 3-4 мм. И в ней уже есть отверстие для оси. Два материала между собой мы склеили двухсторонним скотчем. Видео о том, как делать подложку из пеноплекса, у нас уже есть на канале. Ссылку на данное видео мы выложим в описании. Также нам понадобятся опорные палочки, которые мы приобрели в кондитерском магазине. Если не использовать такие опоры, то вес каждого яруса будет давить друг на друга и торт расплющит. Между ярусов у нас будут вот такие подложки из фанеры толщиной около 3 мм. Их мы заказываем уже нужного нам размера с проделанным отверстием под основную ось в торте. Если у вас нет возможности заказать такие подложки, можно покупать обычные в кондитерских магазинах и делать отверстия с помощью шуруповерта и сверла нужного вам диаметра под ось. Основная центральная ось у нас диаметром 1 см. Купить ее можно в строительном либо кондитерском магазине. Сейчас важно померить высоту каждого яруса и отрезать ось меньше, чем суммарная высота всех ярусов. Это нужно для того, чтобы ось не вышла за пределы верхнего тортика при установке, а лишь вошла в него на 1/3. Кончик оси нужно немного заострить, так он легче войдет в пеноплекс, но делайте его не слишком тонким и острым.
Убираем стол, оси подложки обрабатываем спиртом и откладываем в сторонку. А пока будем готовить покрытие для выравнивания. Этот крем для тех, кто не любит крем-чиз на сливочном масле, но при этом получается не такой, как ганаш, а нечто среднее. На весь торт у нас ушло такое количество ингредиентов. Крем-чиз мы используем вот этого производителя. В описании под видео вы можете увидеть рецепт на стандартный торт диаметром 16 см. В идеале использовать шоколад Колебау с содержанием какао-масла 33%. Но из обычного шоколада из магазина у нас тоже все получилось. Масло мы немного подогрели в микроволновке, чтобы оно стало мягким. Также можно просто оставить при комнатной температуре на несколько часов для размягчения. Теперь немного перемешаем миксером до однородности. Шоколад нужно растопить в микроволновой печи импульсами или на водяной бане. Вносим шоколад в масло и хорошо перемешиваем до однородности. Сливочный сыр следует сразу пробить миксером, чтобы избавиться от крупных комков. Затем вносим шоколадную массу в сыр и хорошо все перемешиваем. Если бы мы не перемешали сыр отдельно, то на данном этапе было бы тяжеловато вымешать крем до однородности. Крем должен быть гладким, без единого комочка сыра. Сейчас нужно переставить нижний ярус уже с осью на подложку. Важно вставить ось в ярус ровно посередине. Для этого мы измеряем линейкой торт и намечаем центр. Наносим тонкий слой крема на подложку, чтобы торт приклеился к ней. Затем снимаем торт с подложки, на которой мы его собирали. Снизу торта мы увидим выходящую ось. Целимся осью в отверстие в подложке из пеноплекса и устанавливаем торт. Выравнивать торт с осью нам будет неудобно, поэтому мы ее пока достанем, но центр в торте уже будет, и попасть потом осью в серединку будет очень легко. Многие мастера вставляют ось уже после сборки всех ярусов в торте, но у нас были случаи, когда попасть в отверстие было достаточно проблематично, поэтому делаем это на начальном этапе. Теперь приступаем к выравниванию торта. Наносим сразу тонкий слой крема для того, чтобы собрать все крошки и убрать грубые неровности. Затем торт убираем в холодильник для охлаждения, а пока то же самое проделываем с другими ярусами. Здесь вы можете увидеть, что данный ярус был собран на подложке с отверстием, которую мы показывали ранее. Данная подложка идет в размер с диаметром данного яруса. Так как торт у нас большой, мы готовим крем двумя этапами. Первый раз мы делали без выбеливания и покрывали тортик желтоватым кремом. Сейчас нам нужно добиться белого цвета крема. Шоколад мы растопили и добавили в него белый краситель диоксид титана. Пробиваем все тщательно блендером, чтобы убрать все крупинки красителя. После смешиваем с мягким сливочным маслом и все вносим в сыр. В общем, повторяем весь процесс заново, только с красителем. Если у вас торт небольшой и нужно не так много крема, выбеливайте крем сразу, чтобы не делать лишних движений. Сейчас можно дать немного постоять крему, чтобы весь краситель разошелся, и потом еще раз пробить блендером.
Достаем нижний ярус из холодильника и наносим хороший слой выбеленного крема. Выравниваем торт. Теперь убираем торт в холодильник и приступаем к выравниванию следующих ярусов. Нижний ярус у нас уже хорошо охладился. Теперь приступаем к сборке всей конструкции. Сразу делаем опоры. Вставляем деревянную палочку в торт, отмечаем место, где заканчивается торт, достаем палочку и отпиливаем ненужную часть при помощи пилки. Удобнее использовать вот такие коктейльные трубочки, которые легко отрезаются ножницами, но их не оказалось в магазине, поэтому используем то, что есть. Вставляем палочку в торт и проверяем высоту. На данном этапе нужно проверить, чтобы палочка не выходила за пределы крема. Если провести ножом горизонтально по верху торта, мы не должны упираться в опору. Если такое происходит, лучше достать палочку пинцетом и немного ее укоротить, иначе крепление верхнего яруса будет ненадежным. Таким образом, на данный ярус мы установили 5 опор. Вставляем основную ось в место, где мы уже делали отверстие. Ось обязательно должна войти в пеноплекс. Покрутите торт и убедитесь, что ось у вас стоит ровно вертикально, без наклонов, иначе все последующие ярусы будут смотреться на торте не очень ровно. Теперь устанавливаем второй ярус. Он у нас уже выровнен и охлажден. Аккуратно снимаем его. Обязательно промазываем кремом между стыков ярусов, чтобы они хорошо склеились между собой. На данном этапе мы допустили ошибку. Мы не проверили толщину отверстия в подложке и оси. Данная ось оказалась чуть толще, чем обычно, и она проблематично входила в отверстие подложки. Но с небольшими усилиями мы все же справились. Иначе пришлось бы доставать ось полностью из торта и брать более тонкую. Вот таким образом, очень аккуратно прокручивающими движениями все получилось. Аккуратно мастихином убираем все неровности, заполняем пустоты кремом. Точно так же во второй ярус мы устанавливаем креплением. Тут у нас ушло 3 опоры. Наносим небольшой слой крема и опускаем самый верхний ярус. Затем убираем все неровности и ставим торт в холодильник для хорошего охлаждения. Все эти этапы укрепления конструкции делать обязательно, иначе при транспортировке торт может просто развалиться. Вот таким образом. Для декора мы используем вафельные бусины, покрытые шоколадом. Мелкие бусинки мы посыпаем просто на торт. Крупные нужно будет закрепить при помощи растопленной белой шоколадной глазури. Если их не закрепить, то они могут скатиться в процессе транспортировки торта. Мелкие бусинки мы также немного прижимаем к поверхности торта, чтобы наверняка ничего не съехало. Нижнюю часть пеноплекса мы декорируем при помощи двухстороннего скотча и ленты. Вот таким образом наклеиваем двухсторонний скотч и затем поверху наносим несколько слоев атласной ленты.
перед транспортировкой нужно обязательно охладить торт в холодильнике минимум час. Надеемся, наше видео было вам полезным и поможет избежать ошибок. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на наш канал и делитесь своими результатами в комментариях. До новых встреч! Пока-пока!